with me. Всем привет, и вы на канале Pigeon Polly. И сегодня у нас с вами небольшая распаковочка, ну или большая. Это моя новая палитра, которая пришла мне с AliExpress, а это я в попыхах заказала на Фейсбуке, спросила в группе у товарищей, есть ли у кого-то кюветы или возможность их напечатать на 3D принтере. И одна из участниц группы любезно согласилась мне помочь и напечатала для меня вот такие чудесные кюветы. Посмотрите, как это все было круто запаковано. Я очень люблю такие эстетические штучки. Вот. И помимо обычных кювет, она мне также напечатала интересные двойные кюветы для цветов, которые хочется попробовать, но ты еще не уверен, будешь ли ты их использовать. Мне пришла посылка также с акварелью от Mijello Mission Gold, и я сейчас буду заполнять из туб кюветы. Выбор цветов у меня довольно логичный, как мне кажется. Мне кажется, что в каждой палитре обязательно должен быть какой-то холодный желтый, теплый желтый, то есть какой-нибудь лимонный желтый и что-нибудь типа индийской желтой, наверное, каких-нибудь 2 оранжевых, 2-3 синих, черный я использую обязательно. И вот я обязательно добавляю оранжевый пироль, мне он очень нравится, и он мне нравится только у Ван Гога. Я также заказала у Рембрандта и не посмотрела, что у них совершенно разные пигменты, и нету вот этого вот розоватого подтона, за который я и полюбила пироль оранжевый от Ван Гог, поэтому я оставляю его в своей палитре. Пироля оранжевого от Mijello я не нашла на сайте, поэтому не смогу его пока попробовать. Также у меня перманентный красный глубокий или насыщенный, кто как переводит. Мне очень нравится. Вообще, так можно сказать про любые цвета у Mijello практически. Единственное нарекание у меня к некоторым коричневым у них есть. Это у нас хинокридон для таких интересных тоже замесов. Я наполняю прямо за подлицо все кюветки, потому что я планирую долго пользоваться этой палитрой. И, как мне товарищ сказал, скорее всего, мне до конца жизни хватит этих кюветок, потому что насыщенность пигментов, насыщенность краски Mijello просто поражает. Как вы видите, я также добавляю Рембрандт какие-то цвета, например, там фиолетовый. Мне очень нравится Мэйв фиолетовый, он очень классный. Даже не обязательно в смесях, а просто так, чисто из тубы использую в некоторых картинах. Кобальт синий от Mijello, опять-таки, для того, чтобы не было пузырей и краска нормально потом высохла, я использую зубочистку специальную. Вы можете подсмотреть этот лайфхак у меня. И, конечно же, естественно, я использую плоскогубцы, потому что ни Рембрандт, ни Ван Гог не щадят наши пальцы. Как-то вот вроде бы у Mijello с крышечками дело получше, но мы, конечно, посмотрим, как это будет все выглядеть, когда после использования эти тубы немножко подсохнут. Можно ли будет их открыть голыми руками. Я добавляю очень много синих, и мне, кстати, на это обратил внимание комментатор на Reddit, когда я спрашивала, кто что добавляет в свою палитру ради интереса. И оказывается, что не все так делают. Оказывается, есть люди, которые добавляют очень много желтых и всего парочку синих. Я думала, что, так как я делают все. Но оказалось, что нет. Очень интересно было узнать, по каким другим принципам люди составляют свои палитры. Скорее всего, уже есть видео, кстати, на канале о том, какими принципами руководствуюсь я. И если интересно, можете пройти по ссылочке и посмотреть его. Из таких вот не очень чистых цветов, в том плане, что больше там одного пигмента, я взяла Peacock Blue. Несмотря на то, что его можно самостоятельно смешать из имеющихся цветов, мне захотелось его иметь уже в чистом виде, потому что этот оттенок я часто использую. Также я беру Sub Green от Рембрандта. Не стала я заказывать еще зеленые от Mijello, потому что нужно допользовать то, что есть. Также азаметин
Мне понравилось тоже на нем листву замешивать, разные смеси с черными тоже делать для цвета зданий, цвета домов. В общем, там свои заморочки, скажем так. Такая вот у нас пока получается палитра. Озвучиваю я это видео уже через какое-то время после того, как заливала все это в кюветы. В дальнейшем я пойму, что у этого пенала с Алиэкспресс есть проблема, что краска скатывается капельками. Я думала сначала, что я с этим смирюсь, потом я думала, что мне поможет его просто потереть там меламиновой губкой или сахаром, или медом, или зубной пастой, куча всяких лайфхаков есть. Но в итоге я все равно переставила эти кюветы в свой старый пенал металлический от Невской палитры, потому что, просто я концентрировалась не на том, какой цвет как смешать и как рисовать, а на том, что у меня ничего не смешивается на палитре, и все это скатывается пузырьками. Также я пыталась намешать, как вы могли заметить, лавандовый, но у меня получился просто какой-то белесо-светло-фиолетовый, поэтому я позже просто куплю лавандовый, чтобы больше не заморачиваться с этим вопросом. Но этот, конечно, тоже допользую, который у меня получился ерундовый цвет. Пусть будет что-нибудь, какой-нибудь фончик залить или типа того. Делаем выкрасочку. И здесь наверняка вы подумаете, что какой смысл в таком большом количестве синих оттенков, если они, практически похожи. При ближайшем рассмотрении вы увидите, что они не так уж и похожи, но большая суть лежит как раз в смешивании цветов. Один из синих дает больше таких фиолетовых оттенков, другой зеленоватых и так далее. Также у меня вот есть такая маленькая версия, где у меня в основном цвета от Рембрандт находятся, и я их беру, когда не могу много чего-то с собой нести. Вот. Эта палитра отправляется сохнуть, естественно, потому что все цвета еще жидкие, и ими рисовать будет крайне-крайне затруднительно. И, как я говорила про смеси, я решила сделать большой такой color chart, где я смешиваю все цвета из этой палитры друг с другом, чтобы понять, какие интересные смеси могут получаться, с какими синими больше получится фиолетовые замесы и так далее. Это очень полезное упражнение для тех, кто не понимает разницу в цветах, а также, в целом, довольно медитативное такое занятие. Единственное, что меня бесит, когда нужно вот каждый раз эти тюбики открывать, поэтому я заранее проклеила сторону, где написаны пигменты, прозрачным скотчем и выдавила туда акварель. Да, она засыхает, подсыхает, потом вы просто ее активизируете водой, мокрой кисточкой, и продолжаете, собственно, рисовать эти квадратики. Так что тоже вот такой интересный лайфхак придумался по ходу дела. Там, где вы видите какие-то небольшие пиктограммки с рисуночками, это значит, что там цвет смешивается сам с самим собой. Поэтому я решила их оставить такими, не закрашенными. Подумала, зачем? Такой вот веселенький color chart у нас получается. Мне кажется, это очень даже интересно потом посидеть, порассматривать, повыбирать какие-то замесы. У меня даже вдохновение появилось, если честно. Я смотрю на некоторые оттенки и думаю, боже мой, здесь можно такую картину нарисовать, и сразу работает воображение, и хочется еще использовать эти краски, эти цвета. Мне будет интересно услышать ваше мнение в комментариях о том, какие, может быть, цвета, оттенки вам понравились, или, может быть, ваши профессиональные замесы, которые вы используете в своих работах, которые вам интересны. Или просто напишите что-нибудь в комментариях, это поможет продвижению видео. Всем спасибо и пока!